нас есть тудушка. А что мы хотели еще сделать? Но прежде чем попробовать другие инструменты, хотели что-то здесь доделать. Ну, давай, может, запустим, да, посмотрим, что там происходит. Да, давай. Есть ли незагомиченные изменения? Ну, я прогнал make, он там отформатировал один файл. Это единственное, что не закоммитил. Ну, вот это только что я make запускал, проверить, работает или нет. Тесты мы не актуализировали, да? Нет, вот, наверное, тесты хотели подогнать, нет? Нет, как будто бы тесты можно было бы отдельно. Ну вот по коммитам, три-фактор, апдейт. Мы восстановили тулинг, да? Всякие... Да. Да, давай, может быть, правда, попробуем тогда тесты, да, вернуть, актуализировать, да? Мы хотели Google сервис замокать, да? Чтобы у нас быстрее проходил цикл проверки, да, что ничего не отломалось. Да, попробуем, может, с этого. Тесты, когда будут, можно будет пойти. Я такого не помню, да, сейчас. Да. Можно будет пойти в другие инструменты. Ну, вот это, наверное, можно сразу закоммитить, да? Да. Без сообщения. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно проанализировать текущее состояние теста, текущее состояние кода и составить план разработки юнит-тестов, отказаться от интеграционных и end-to-end тестов. И потом акцентировать внимание на том, чтобы у нас Google шиты были замоканы. Возможно, использовать для этого какой-то имеющийся тул. Наверняка он есть в интернете, пусть поищет, да? А потом реализовать. Вот предлагаю так, да? Значит, получается, да, проанализировать текущее состояние тестов и кода. Ставить план разработки от интеграционных и E2E, E2E тестов. Потому что их будет. Так. Нужно замокать Google сервис. Как-то так звучит, это в тестах, да, типа? Ну да, в тестах нужно замокать обращение Google к шитам. Желательно найти готовое решение в интернете. Можно здесь ему как раз использовать Собака Web. Если инструмент. Ну, и что там Собака Web? Собака внизу, он веб, видишь? Просто так и выбираешь. Так. Ну и, наверное, надо что теперь? К разработке не приступать, а на план будем смотреть, правильно? План мы уже сказали. Так, мы на 4-м сонете. А thinking там у нас не включается теперь, да? А он thinking есть, как бы он... Тут пишет, видишь, что он thinking всегда, да. Здесь за токены каждой плате, ну, то есть по ключу. Это старая модель. Ага, ну 3.5, да. Угу. Ну, платный, ну, в смысле, вот есть еще Gemini 2.5 Pro. Ну, мы его как-то пробовали, да. Да, почему-то, тут у него он пишет тут large refactors. Может, на нем надо было пробовать рефактор. Ну, не важно, ладно.
Просто Мы как-то лучшего результата не заметили, да? не было, да. Ну, давай попробуем. Ладно, сегодня должно быть повеселее, более обзорно. Если все пойдет по плану. Но если мы с новой тулой потом не прозанимаемся там с установки, ну, просто А я думаю, началом что работы. ну, будем пробовать. Если совсем будет плохо идти, ну, будет все понятно. А какие у тебя на примете? Я просто вот вчера Firebase потыкал, там как бы я не Мы понял можем вообще. даже у тебя тут GPT спросить. Сейчас я... Кодекс, он, к сожалению, пока недоступен для плана плюс. OpenAI кодекс не выпустили, но они только для прошек и бизнес-тим планов доступны. Ну, кодекс это, я, насколько понимаю, набор консольных утилит. Мгм. Нет IDE как таковой, да? Да, ну из IDE только я знаю еще Windsurf. Ну, сейчас Э, посмотрим. Copilot есть, который А бесплатный. Copilot он стал агентским. По-моему, давно уже, да. Я вот как раз давно не заглядывал. Мы можем заодно и посмотреть, что там к чему. Так. Давай посмотрим, что он предлагает. В API Google Sheets Business Logic тесты, частично текущие тесты, базовые тесты, тесты, разные подходы к маркированию, неполное покрытие. Окей. Угу. Google предоставляет встроенный инструмент для маркирования. Это хорошо. Стратегия тестирования. Юнит тесты только. Ага. Будет только без интеграционных вызовов. Ага. По правилам проекта, согласно. О, он залез в правила. Ничего себе. Смотри, в план надо не забыть ему сказать, чтобы он данные для тестов хранил в тех же файлах, что и сами тесты. Иначе он будет все это раскидывать, и тестовая инфраструктура будет тяжела для чтения. С этим мы уже сталкивались. Ну, тут он просто написал все формулы, да, которые, ну, в смысле, все функции, которые он будет. Еще нам нужно, знаешь, что будет делать? Отдельную команду для проверки coverage тестов, чтобы понимать, насколько они у нас Ага. сами себе. Давай, может быть, добавим сразу в план. Вот можно это первое замечание сделать, да, про данные. А второе замечание, это получается, в плане учти разработку команды для проверки coverage тестов, да. И разработку команды make. Давай скажем, что понял, раз у нас make. Так, и пока не приступай или еще, да? Не, давай посмотрим, что еще там у него есть. Дальше предмаркирование, базовая стратегия. Так. А у нас код же асинхронный, да? Ну да, у нас в фастапе. А вот я не уверен, что вот это вот код подойдет для тестирования асинхронного кода. Давай, может быть, еще третьим пунктом проанализируй код проекта на синхронность, поймет, я думаю, да? И совместимость. Не, погоди. Надо, в общем, сказать, чтобы он учел асинхронность при разработке плана. Ну, И учти это при разработке плана, да? И
еще смотри, он пытается писать комментарии опять на русском. Он, может быть, в тесты их Да, запишет. лучше ему сказать. И давай, может быть, тогда явно еще сошлемся на файл с правилами, да? Учитывай требования из главного файла. Не, ну я имею в виду собака. Да. Cursor rules. Cursor rules и Первый. русская. И четвертый. Так, что еще там внизу? Ой, все, это конец. Вот, погоди. CI/CD это лишнее. Вот так самое интересное все время выбираете. А? Вот так, говорю, самое интересное все время выбираете. Ну, сейчас, понимаешь, если мы будем еще CI/CD поддерживать, для него это Да я лишнее. шучу, Алексей. Ну, я объясняю, да, что почему мы это убираем, если кто-то будет там смотреть. Да слушать. понятно, что сейчас не до этого пока. Ну, ему-то не сложно, он накидает, просто потом это все поддерживать нужно, а ему и так не хватает мозгов, чтобы даже с этим объемом справиться. Чем больше мы сейчас добавляем... Да понятно, что распыляться смысла нет сейчас. Просто еще и не финализировано пока само решение. Ну, и ладно бы, если бы он справлялся, тогда без проблем, да. Но он просто не может все в голове удержать, поэтому мы минимизируем те аспекты, на которых ему нужно сосредотачиваться. CI/CD можно потом уже делать отдельно вполне. Вот, пошел смотреть на синхронность грепами. Вот, кстати, да, это один из... у нас почти все синхронно. фастапи только, да, endpoint синхронно. Это понятно. Ну, из-за синхронного кода синхронный вызывать это норм. Единственное, что мы могли бы какие-то плюсы извлечь в производительности, если бы весь код был асинхронным, но давай сейчас не будем этого делать. Я думаю, что нас устраивает. Так. Что-то слишком много, да? Что нам из этого? Так, сейчас зачитаем. Вот так. Синхронный тест. Ну, Да. вроде все ок. Фаза 1. Базовая инфраструктура. Обновить makefile с командой. Давай на makefile еще посмотрим. Да, там что-то он много напихал. Ой, сейчас, погоди. Команда для проверки. Проверка покрытия coverage. Вот этот тест-watch нам нафиг не нужен. Угу. Ага. Смотри, нормально. В общем, очень даже неплохо. Надо единственное, что... Так. Что там еще было? Можешь самый верх, где он предложил? 4 команды он, по-моему, предложил, да? Вот. Coverage нужен. Coverage XML тоже, я думаю, не надо. Что мы будем с ним делать? И тест-watch. Вообще у нас тест-юнит был.
Зачем он хочет добавить? Потому что у нас есть же... Можешь открыть мой файл? У нас У есть... нас просто... Да. Давай так ему и скажем. В общем, получается, добавить нужно только тест coverage, а команда тест уже есть. Да. Да и все, в принципе, пусть идет, Нет, делает. я бы сказал, что добавить нужно только тест coverage. Команда тест уже есть, больше ничего не нужно. Так. Пробую запрос, чтобы сформировать список еще инструментов, кроме курсора. Мы пробуем. Ну все, сказать ему приступай, да? Не-не-не, пусть исправит сначала, посмотрим. Ну, как I feel like, не знаю. Лучше проверить. Пробуем разные инструменты для... Так, что там? Все, он просто Брал, да? ушел это. Угу. Что, запускаем? Пробуем. Ну что, нам предлагает GitHub Copilot, Claude Opus 4. Подожди, это модель. Opus 4 это модель. Уже Ну просто, да. по-моему. Но он... Так, я сейчас раз это объясню. Нам... GitHub Copilot X. Source Graph в коде. Первый раз слышу. Continue.dev. Open source альтернатива курсор. Replit Ghostwriter. Cadeum. Mutable AI. Tab9. AWS Code Whisperer. По-моему, AWS Code Whisperer он только для всяких AWS штук хорошо я слышал. Знаешь про него, да? Ну, я слышал название, да, и так обсуждение в подкасте. Continue. ZDev. Это вот говорил, да, Леонид у нас в чате. Ну, Z на этом, на Маке только будет. Почему? Подожди. Это растовская штука, по-моему. Это не редактор, который только под Mac написан, по-моему, что такое? Или я с чем-то путаю? По-моему, да. macOS, Linux и скоро в Windows. Да?
Что зачем другим, значит, да? Мне кажется, это растовская IDE. Мне кажется, вот Леонид про нее говорил в чатике. Так, делает, да? Угу. Ну что, мне кажется, Copilot стоит попробовать вот прям обязательно. Потом, что-то же было... Что-то было от Гугла, да? В чате Ну, тоже это что-то, что ли? Fire Studio, ну, он онлайн в контейнере запускается. Я вчера чуть-чуть поковырялся, не получилось у меня быстро разобраться, как его заставить, Не чтобы он в завелось, да? контейнере... Да. Ну, в смысле, он завелся в плане... Проект не завелся, так-то все открылось, просто VS Code в браузере. И там у него какая-то своя бесплатная модель, а остальные он просит ключи. Сейчас смотрю в чат. Ну, Дэвин не будем пробовать, дорого. Что-то у нас не в ту ветку ползло. Firebase Studio. Это Ну, я, да, можно вчера посмотреть просто... здесь. Да, ее можно удалить, эту штуку, там ничего такого. Не, Firebase Studio можно вместе еще попробовать посмотреть. Чтобы убедиться, работает оно или нет. То есть получается, ему надо сам контейнер там пересобрать, чтобы были все зависимости, которые нам нужны для проекта. Я так понимаю, что как-то не устанавливаются в процессе. Ну, возможно, нам и хватит как раз компетенций здесь совместных. Что-то еще было. Да, Z переписал Леонид. Это из Раста. Так, еще пишет, да? Уже много, да, нафигачил? JetBrains AI Assistant. Ну да, для этого нужна JetBrains тоже подписка. Ну, PyCharm всегда был, Community Edition, не знаю, как сейчас. Да, думаешь... Не, Community Edition-то есть, да, PyCharm. Попробовать-то можно. Просто, мне кажется, там, наверное, не будет AI Assistant. Ну, попробовать можно. Известный игрок. Firebase, OpenAI Codex. В общем, предлагаю все равно пройтись. Google Jules. Асинхронный AI ассистент для кодирования. Ассистент, в смысле, он ассистент, он не агент, типа, да, то есть он не будет... Черт его знает. В общем, предлагаю сегодня попробовать. Мне кажется, интересно. В общем, самое важное сейчас тогда запустить тест и убедиться, что они проходят и что-то проверяют, хотя бы частично. Тогда, базируясь на этих тестах, мы сможем быстрее убеждаться в том, что что-то работает или нет. Угу. Что он все сделал? Ключевые достижения. Ну, ты молодец, молодец. Давай попробуем запустить. Да, сейчас. Он мне тут открывал терминал поиграть. Слушай, давай вообще перезапущу код.
Потому что... Сейчас. Потому что я в терминале даже ничего не вижу А почему-то. clear напиши. Нет, да, перезапускай. Надеюсь, он не потеряет чат. Не должен. Политика закроем. Так. Ну, он добавил тест coverage, тест остался. Ну, хорошо. Предлагаю сразу запустить. Что? Все. Что такое? Вот. Проснулся. Окей. Что я делаю? Make test coverage. Make тест пока. Убедиться, что они работают. Мне кажется, он их не прогонял. Coverage, кстати, хорошая команда при работе с ИИ, чтобы оценить, сколько работает. На что ругается? На все. Ну, 22. не на импорты. Просто если на импорты, тогда это одна ошибка. Validation error. Ну, вот short test summary, так. Не, ассерты. Нет каких-то сеттингов. Пусть анализирует. Окей. Я думаю, в том же чате. Так. Так, а какой у меня из терминалов этот? У меня же один открыт только. Его можно переименовать, попробовать. Да, сейчас. Он вверху пишет. Нифига. Есть. Ага. Ошибки в тестах. И исправь, да? И исправь тесты или исправь ошибки. Он сейчас может не туда пойти. Да, пусть тогда даст отчет, а мы посмотрим точно. Иначе он может действительно код поисправлять. Еще Eclipse. Нифига себе, Eclipse жив, оказывается. Пип жив, да. Netscape, ну или как там, да? Netscape же еще был совсем. Был, да. Netscape навигатор. Да. Opera Neon. Браузер с ИИ, способный выполнять задачи, такие как написание кода, создание сайтов и бронирование путешествий в автономном режиме. Потому что, мне кажется, мы должны это попробовать. Opera Neon. Красим заборы, еще и сайты делаем. Да. Создание сайтов, бронирование путешествий в автономном режиме. Это они просто к сезону выпустили, да, чтобы... Да. А в принципе все для айтишников, да. Бронируешь путешествия и создаешь сайты. Пишешь код. Так, что он говорит, если по порядку? Вот оно, так, отчет, критические проблемы с API. Роуты не зарегистрированы. Или неправильно? Как это неправильно, если у нас все работало? Да.
Ну, что-то так. По исправлению. Исправить API роутинг. Проверить регистрацию роутов в тестовом приложении. В тестовом приложении. В каком еще приложении? Давай, может быть, ему скажем так, что сервер приложений, запускаемый такой-то командой, работает корректно. Я убедился в этом вручную. Поэтому код приложения исправлять не нужно. Так, где у нас там? А в VS Code, да. Точка VS Code, папочка вверху. Вверху. Да, Вот. да. Launch.json. Угу. И вот это bin run API. Ну, Python M и вот это bin run API. Не получается. Угу. Работает корректно. Работает корректно, я убедился в этом вручную. Поэтому нужно исправить тесты, не модифицируя код приложения. Правильно? Может быть, предложить ему уже вторым пунктом самостоятельно запускать тесты и проверять исправления. Пока все не починишь. И чини их. Да. Нет, это опасно. Но... Или что? Да мне, давай попробовать. Пусть. Да мне кажется, там задача должна быть такая. Если он не будет менять код приложения, то вполне ок. Посмотрим. Понял. Угу. Пользователь говорит. Это он про нас. Теперь я понимаю, есть проблемы. Ну да. Тут он... Правильно. Ну, что ты исправил? До этого было 22. Сейчас 18. Процесс идет. Я не помню, у нас в этих URL-ах V1 фигурировало или нет. Сейчас Фогер открыт, да? В самом нет. Просто API Project. Нет, да, все правильно. А он свой один туда запихал. А он запихал, да. Он уже выпихал обратно? Видимо, да. Но он там говорил, видимо, структура путей не включает V1. Где-то в рассуждениях было. Снова запустил, да?
Некорректно. Ладно, опять начинает почему-то виснуть на выполнении команды, но если нажать Move to Background, он начухивается и происходит, ну, идет дальше. Угу. Что-то оптимизировали разработчики, я думаю. Так, один фейл. Прогрессирует. А. Мгм. Прогрессирует. Остановился. Resume, да. Так, и тогда... и, видимо, мы хотели в dev слиться, да? Вот. Сольемся в dev, и оттуда уже будем ветвиться в других инструментах. Что, все прошло, да? Мгм. Ну, это сервис, сейчас он еще... Это еще... Ну хотя Моки, то есть API он проверил. Ну, смотри, уже 9. $33 ворнинга. Ну, хотя бы понять бы, да, еще природу ворнингов. Мгм. И вот так у тебя вкладки вот эти копятся, да? Ага. Что делать, совершенно непонятно. Запускает по частям, говорит. Без вербос режима типа будет лучше. Интересно. Действительно лучше, да. Так прошел. Мгм. Да, проверим, что среди модифицированных файлов нет файлов проекта, да? Все из теста растут, да? Сейчас, Хорошо. секунду. Так, извиняюсь. Так, ты хотел посмотреть файлы, да? Да, вроде бы все нормально. Марина использует компаньон мод. Это что такое? Что это такое, да? Больше не использует.
Ну, что-то прям долго, да, исправляет? Да пусть. Как будто неаккуратно сделал. Он как будто бы примерные тесты сделал, а потом А. уже начал смотреть, типа, почему они не проходят, Алло. то есть он не шел от функции, как бы. Ну, в общем, да, может быть, его инструктировать надо было, что реализуй помодульно, да, и каждый раз проверяй. Хотя он, может быть, тогда бы утонул бы в этих деталях, и весь план бы не пришел. Непонятно. В другой раз можно по-другому попробовать. Ну, понимаешь, да, чтобы он не сразу все пытался реализовать, а по частям и сразу проверял. По идее, это так мы должны двигаться, что сделали какую-то часть функционала, дополнили тестами. Что, осталось 3 проваленных, это из всех, да? Мгм. Давай, ты сможешь. Давай заглянем пока в конф-тест. Интересно. И в PyProject Toml. Он думает. Ну, через эту, через иконочку, да? Ну вот он async.io добавил. А, это норм. Это единственное тут изменение. В контест хочешь посмотреть? Конф-тест, ага. Тут целый файл. Ну, вот это вот то, что я просил. Вот, да, то, что он засунул в конфтест, а не в сами файлы, да? Ага. Да. Ну, мы можем его попросить вынести, если это работает, да? Вот, может. Все остальные тесты. Все Неужели? проходит. А вкладка тест у тебя есть? Или все так же прячется? А, Фишки. спрятано. А помнишь, что я запускал, да, через это? Да, через команд. Ctrl-P, Сейчас. да? Или Ctrl-Shift-P? Ctrl-Shift-P, и там мы находили. Нет? Не починился? Мы по идентик проверяем. А он полез в код, да? Да, он полез в код. Давай посмотрим в Project Spy. Ну, он просто добавил эти. Валидацию добавил, да? Да. А можешь показать, что там дальше в строке идет? Вот, description, что там?
Ну, правильно, с одной стороны, чтобы пустую строку не пихать. Ну ладно, окей. Хотя мы ему говорили не лезть, да? Мгм. И все, других изменений нет. Мгм. А, в Models влез. Куда он пошел еще? Models? Да, вот. А, да. Ну, так, подожди. Ну, А, погоди, это мы здесь и были. подожди. А до этого вот. Тоже. А, здесь то же самое, что ли? Я не понял. Да. Дублируем. Модель реквеста лежит рядом с обработчиком. В роуте. Ну, окей, ладно. Сейчас исправим. Не уверен, что это хорошо. Нет, нехорошо, надо исправить. Нам пока что не нравится то, что данные он положил не туда, да? Мгм. И модели хочется сложить в файл модели, да? Уверен, что в рамках этого же чата. Хотя и вроде бы несложная эта работа. Но вот это вот уже полезная работа пошла. Не сходятся названия полей. Опа. Он сам себя проверяет уже. А что в Makefile? А, в Makefile это то, что мы и хотели, да, две команды. Ну, мы как average еще не проверили. Да. Да. Да-да-да. Мгм. Сейчас мы, видимо, куда-то HTML файл бросит, да? Наверное, мы не хотим, чтобы он коммитился, да? Да, да, надо будет gitignore добавить. Уже добавлен. HTML код. Посмотри в этом в навигаторе. Есть такой? Может, в тест? Не вижу. Куда он его запихал? Так, HTML ков. Но он его добавил в gitignore. Но самого файла я не вижу. А, это должна быть директория. Но я директории тоже не вижу. Давай еще раз посмотрим. А, вот, стой, она просто очень серенькая. Вот, ё-моё. Отлично. Индекс HTML. Вон он. Где-то 7-й, 8-й. Ага. Ну и в этом. Да, надо в браузере открыть. Эй, так. Наверное, там правой кнопкой что-нибудь open with. Есть такое? Да-да-да. А, нет такого. Э, У меня есть лайв-сервер.
в Да, качестве... лайфсервер можно установить. Да, сейчас. Ну-ка, если я просто файл Explorer посмотрю. Девяносто семь, 82. А тут это сортируется по кавериджу, не? Ага. Ну вот, сразу видно. Project Service это плохо, что не покрыт, это основной файл. Utils тоже плохо, что не покрыты. Но остальное тоже можно. Получается, вот это, да, нас не устраивает. 67 или ниже. Больше всего не устраивает 23, конечно. Потому что там бизнес-логики много. Там основная бизнес-логика покрыта только на 23%. А утилсы, они простые. Их покрывать просто сам Бог велел. Должны быть простые, надежные. Так, что он? Generating и завис. Тоже Устал. вынес чемпион. Вот этот? Да, наверное. Можешь позакрывать терминалы. Если ты ставишь курсор в строку ввода и жмешь Ctrl-D, это закрывает терминал. Так, я сейчас, наверное, закрываю. Нет. Так, Все отлично. 66 тестов проходит. С более простой командой и все упало. Это Keyboard Interrupt был. Так, 25 тулсов закончилось. Завис? Так, подвис. Connection failed. Началось. Again. Понятно. Ну, так, ну ладно. Ну давай, закрываем терминал и, может, перезапустим его. А это наш. Можем сами запустить, кстати, посмотреть, что там make тест делает. Зелененькая. Зелененькая. Да, 66 паст, 28 вординов. Ну, можно остановиться на этом, пойти смотреть инструменты, что интереснее, либо пытаться каверидж добить, и мне кажется, мы там можем уткнуться. Я предложил бы это как на другой раз оставить уже. Вот. А сейчас можно проверить, что у тебя из IDE запускается эта штука. Помнишь панелька? Что там что зеленым показывает. Ну, вот это и было в прошлый раз. Фокусом Test Explorer. Ну вот, надо обновить. Что это 24-то? Должно быть больше. 66, ну, да. Не то, да? В общем, не работает, да. Что-то, ну, какой-то, да. Блин, она так классная штука, мне так... Она удобная, да. Что ты что-нибудь сделал, пошел, ткнул и проверил, что все ок. Вот это вот явно же добавилось.
Попробуй их он явно запустить здесь. Пересчитывает теперь, да? Теперь 15 пишет. Может, надо просто все ему перезапустить, чтобы... О, и 66. О! Окей. Ему просто надо запуститься, он заново считается, обновить не собирает тесты. Ага. Ну, так-то лучше. Все, клево. Красота. Ну что, коммитимся, сливаемся в деф и пойдем смотреть. Что там еще? Что, без merge реквеста прямо здесь, да, сольемся? Без pull реквеста. Так, для этого надо, что, в dev перейти? Ага. Dev. И... Тут бранч. Бранч. Ага, merge. И вот этот сонет. Мгм. Ну, надо это. Все. Все, мы в деве. Ну что, попробуем Copilot? Ну, давай. У тебя перехватишь или? Ну, как удобно. Мне отдаем. Давай пока тебе, да. Я просто копал, там у тебя подписка есть? Я отменил свою, пока этим пользуюсь. Не, у меня подписки нет. Я надеюсь, что, что она он- бесплатная. У них есть какая-то бесплатная? Ну, она должна быть бесплатная, да. Ну, давай, как удобно, в общем. Ладно, давай я попробую, если у меня что-то не так пойдет. Давай. То тогда Вполне вероятно. Просто качаем Copilot, получается. он не VS Code? VS Code, да. Да. Почему? Что-то в каком-то restricted mode. Так, это VS Code, да, у тебя? Мгм. Понимаю. Будем рассчитывать на реальные периоды. В курсоре дают реальный период, где ты можешь испытать все. Ну, в принципе, так и начинали же, да? Да. Но я быстро съел. Но Несколько это правильно, раз. то, что можешь попробовать все возможности без этого. Да. Потому что вот так вот, когда... Ну, блин, мне, допустим, сложно было бы отдать там 200 баксов за кодекс или, да, cloud код, просто чтобы... Попробовать. Это как когда работа там, допустим, говорит, пробуйте все, что хотите, найдите тулу. Это так, честно. Так. Ну, хочется, да, давать деньги за то, что ты понимаешь, что действительно будешь использовать в какой-то серьезной мере. Оно, да? Ну что, можно попробовать тогда с рефакторинга, наверное. Сейчас все пусть запустится. Смотри, у нас, мне кажется, есть две задачи для теста. Первое – это рефакторинг, а второе – это, помнишь, поправить косяки, то, что сбивается форматирование, нет нумерации, да? Мне кажется, хорошая задача. Не слишком тяжелая, но там есть над чем подумать. Так, я как... Ну, ты залогинен, да? Ну ладно, да. У меня вот на этом аккаунте был Copilot, я его отменил. Он мне, может, сейчас трайл не даст. Или... почему? Не, у них есть бесплатная какой-то... версия есть. Да. Все? Settings. Code completions all files. Ну, так, сейчас он индексирует, да, типа все, что тут есть. Ну вот смотри, то же самое. Можно через собакой
чат with Ага. extensions. Ну-ка, можно попробовать собаку вчера? О, нифига себе. Прикольно. А что там есть? Тесты есть. Ноутбуки есть. Fix. Explain. А есть ревью. Что-нибудь такое. Среди вот этих вот команд. Fix Explain View не вижу. Ревью, рефактор. Ну, посмотри выше. Нет? Нет. Search. Нет. Вон модельки, смотри. Сейчас это 3.5 Sonnet стоит. А что там еще есть? Ну вот, да, будет, то есть, это если премиум модуль. А что там будет? Да, сейчас я тебе sign up, $10, pay monthly. Ну, типа, да, если платная... ну смотри, подожди, есть Try Pro 30 days free. Ну, кажется, какой будет результат с Sonnet 3.5, можно догадаться. Где-то в 1,5 раза хуже, чем 3.7. А как с 4 непонятно. Ну, можем попробовать. А смотри, еще есть ESC. Там есть Agent мод. Вот где ESC внизу. Agent. Ага. А тут не поменялись модели? Нет, то же самое. Те же самые. А если Manage Models? Давай посмотрим. Вдруг. Тропик, да? Угу. Ну и да. Понятно. Это С вводи водителем. ключ, да? Мгм. Да. В общем, у нас есть 3.5 Sonnet, но бесплатный получается, да? Мгм. Ну, вроде бы неплохо, но он явно потупее будет. Мгм. А что в Что тулсах? за tools? File usages. Это получается, эти тулсы он дает модели, и она может ими пользоваться. Выглядит довольно неплохо, да? Мгм. И вот тут типа MCP сервер можно добавить, если что. Ага. Так, а правила? Смотри, микрофон есть. Микрофон. Ну-ка. Вау. Давай поставим. Вот это прикольно. Это то, что в курсоре давно не хватает. Сейчас можно быть voice-driven девелопером уже, если заработать. Ну, я предлагаю, давай, пока он ставит этот микрофон, попросим его порефакторить в каких-то общих фразах. Поревьюить, да? Да, сейчас только так. У нас есть задача описанная здесь. Проанализируй код проекта. Извини, наверное, надо ветку сделать, да? Да, это самое главное. У нас фича получается. Compile тест. Так, вот и теперь просим проанализировать. Что микрофон не дошел, да? Раз. О. Проанализируй код. Мне кажется, он меня не слышит. Проанализируй код. Я не знаю, как... Он подумал, что я ему сказал «Hey, Cortana», да? Это виндовская. Это... Привет. Ну, по-английски он понимает. Он по-русски не понимает. Ну, это... Please analyze the code base and tell me how to launch the project. Ну, я точно ясно сказал. У меня мистер лучше работает, да, это точно. Ну, ладно. Ну, в принципе, вот так вот, для слушателей, получается бесплатно, да? Есть голосовой ввод, да? И ряд задач вполне можно решать.
Ну, Да. не очень А нагрузка. если за $10 заплатить, то появится, получается... А что появится, кстати, интересно? Я Не знаем. посмотрел. Ну, ладно. Появится Ладно. ли Sonnet 4? 4. English Language надо знать, да. Роберту хорошо. Ну, смотри, он меня не понял. Ладно, давай вот так. Please analyze code base and let me know how to launch this project. Ну, если вот так вот, то да. Если не трендеть, на скорости 1,5, как я обычно Ну, прикольно, это да. делаю. Ему надо enable еще сделать. Окей, enable. А что это было? Он просто попросил доступ к модели дать. Зачем-то ему надо было, чтобы я согласился прямо. Да. Мгм. Вот в Redmi он зря полез, там, а он нам не актуально, да? И все. Он смотрел в 2 файла. Ну ладно. Врет. Так, ну нам надо, чтобы он контекст собрал по проекту перед тем, как он что-то делал. Слушай, а вот как правило ему подсунуть? Непонятно, да? А вот там, где настройки, там есть что-нибудь про правила? Тулзы. Или ты имеешь в виду вот эти? Где-то должны быть настройки Copilot, да, получается? Да. А если у него уже самого спросить? Можешь спросить? На English Language. Ну, сказать, что у меня есть правила для разработки на Python, и каким образом я могу сослаться на них, чтобы ты их применял при разработке чего-то. I have Python developing rules. How can I give them to you so that you can use them while developing? Ага. If your rules written in the configuration file or any documentation file, you can point me to the file. Ага. Ну, то есть ты ему просто говоришь, а он читает. Style guide. Ага. А можно тогда уточнить, а у Copilot вообще есть механизм для указания файлов правил, чтобы они учитывались при каждом запросе без явных инструкций? Can I give links to those files to you so that you can use them in each iteration when asking the model? Ну, понятно. Абсолютно. В общем, у них Сейчас, нет специального механизма, ну да? да, ну, то есть, ну я же ему могу сказать, Да. что вот они... Давай, может, тогда так и скажем, что основываясь на своде правил в папке вот этой, проанализируй код, предложи план рефакторинга. К разработке не приступай. Стандартно, да? Посмотрим, что он выдаст. Будет ли это сравнимо с тем, что нам выдает курсор, мы уже более-менее ориентируемся, да? Это будет первый тест. А второй тест вот попробуем что-нибудь изменить. Так, смотри, если... подожди, вот этот контекст, да? И... О. Это курсор, А а почему? нам надо rules. Да. Он мне дальше не дал пойти глубже. Не, давай так оставим. Он же сказал, да, с помощью read файла он сможет прочитать. Да, я просто хотел ему указать именно на... О, тут есть instructions какие-то еще. Смотри. А что там? Create new instruction file. Давай сделаем. Посмотрим, где он его положит. GitHub Instructions. Давай попробуем. Ну, rules, давай назовем что-нибудь такое. Да, это он.
То есть нам модель не смогла объяснить, как с этим Да. работать. Ну вот это, похоже, аналог. Я думаю, что мы можем просто вот сюда... Сконвертировать как-то? Или просто текст же, да? Типа coding standards, domain Я бы knowledge. линк просто сделал бы сюда, в instructions. Ну пофиг. Все, я понял. Да. Вот не помню только синтаксис такой же, apply to. Можешь заглянуть в наши файлики? Есть там такое? Always apply там. Apply to нету, да. Ну, можешь попробовать на шару. Как получится. Заодно будем знать, совместимы они или нет. Тоже полезные знания, мне кажется. Смотри, тогда получается, надо удалить папку instructions и сделать symlink. Да. Точка GitHub. И вот этот LNS. Нет. Твой юзернейм. Да, Боб. Yep. Курсор rules. Что у нас? Курсор. Курсор. Python. Rules. V2. Ага. Надо это сделать. Тоже home, Bob, Feb. Home, Bob, Feb. Дальше FebTM. Feb сервер. Нет, что не так? Feb сервер. FebTM сервер. FebTM. TM. Сервер. GitHub. И instructions, да? Так, смотрим. Вот GitHub есть. Посмотри. Ну, там в файловом браузере. Так, это я что-то не то Не в сделал. Git, а в файловом браузере. Самая первая вкладка. Да. Ага. Вон GitHub зелененький. Ага. Жмем instructions. Instructions. Ну, появились. Окей. Все ок. Ну, в gitignore можно добавить сразу. Самый верх. Ну, так же, как курсор rules. GitHub. Угу. Без ошибок вроде. Так, окей. Добавилось. Угу. Так, и на чем мы были? Это мы тут нашли. Тут нашли мы, когда добавляем контекст, да? Ага. Instructions. А он говорит создать файл, то есть он не видит список их. Формат может, потому что, когда, помнишь, создали rules, да? То есть create new instructions файл. Location. Давай создадим, попробуем. Просто я к тому, что, видишь, он следует вот такому, что он должен заканчиваться на точку instructions, .md. То есть нам надо переименовать расширение с MDC на MD. Ну, то есть, да? Так? Вероятно. То есть, это быстрее будет, наверное, чем все копипастить вручную, или нет? Давай сделаем. Так. Это можно Тогда, может быть, я просто, может, не симлинк, или линку с переименованием сделать, или просто сделать копию папки до. Не, надо копию тогда делать, да. Да, давай просто копию сделаю. И просто сейчас надо просто повторить удаление. Instructions, там, где ты уже делал, вверх налистать. Так. И команду symlink модифицировать, чтобы это был не ln. Ну, прям подними тоже команду ln. Да,
поменять ее на CP, да? И после rules v2 звездочку поставить. Так. Да. Блин, а мы что, будем еще... ну ладно, то есть мы их просто копируем, окей. Тогда надо сделать звездочка.mdc, да? Да, здесь точка .instructions.md, да? Да. По-моему, R. Да. Instructions.md. R? Или R не надо, не помню. Рекурсивно, но мы же в папке не пойдем. Да, ну тогда не надо, окей. Сейчас эта команда не сработает, надо папку сделать. Да, окей. Не так. Не то, промазал. Да. Так тоже не то. То что это такое? Так, все. GitHub Instructions. Видимо, R все-таки. Давай попробуем. Мне кажется, все правильно. Можно попробовать скормить это все. Да. Помогает. Охлаждается. А голосовой ввод сразу применяется, да, после того, как ты сказал? Или просто да, текст добавляет? В смысле, я вот ничего не нажимал, только на микрофон и говорил, и он потихонечку шел, говорил по словам. Ну получается, ты потом можешь что-то добавить, да, кроме голоса? Тебе дают возможность. А ты ему скормил команду? Да, скормил. Ну ладно. Попроси его сделать онлайнер. Обычно это помогает. Но он уже стоит как этот. Да ладно, сейчас нет, если скопируют. И... Ну вот они. Да. Отлично. Всё, окей. Так, теперь мы должны суметь ссылаться, да? Почему он теперь думает? Может, закрой терминал, Ctrl-D, как мы делали. Все равно думает? Сорян. Ну ладно, все, без благодарности. Так, может, другой чат тогда? Да. История чатов есть? Просто show chats. Ну да, то есть вот. Ага. Значит, чего? Надо сослаться на правила, да? Еще раз пробуем. О. Ну, давай это на первый. Они, по идее, лестницы. Я не знаю, справится он с этим или нет. Ну, сейчас, да. Ну ладно, так. Ты будешь набирать или печатать? Да, давай набирать так все равно. Просто так ты будешь мне говорить, и я потом ему говорить. Тебе какая-то интересная, конечно, штука. Попрактиковаться в синхронном переводе. Ну, потом, да, можно отдельно попробовать. С голосовым вводом разработка продвигается прям серьезно. Это курсор очень сильно упускают этот момент. А многие сейчас разработчики просто могут чисто из-за этой маленькой фичи вернуться в Copilot. Да, я вот даже, если честно, подумал, $10, такие большие там деньги. Ну, голосовой ввод, он прям очень сильно импровит, прям очень сильно. Ну, потому что ты сейчас же мало как бы, код пишешь именно, а концепции излагаешь, и это голосом получается куда быстрее. Так, проанализируйте кодовую базу. Так, что мы хотели? Проверь на факторе. Правила, составь. Ну, может быть, найти недочеты, попробовать его самого. Найти недочеты? Ну да, что-нибудь такое.
Отдельно чарты и... И третье, это уже составь план факторинга. И может быть проанализируй кодовую базу и требования в инструкциях, да? А что ты сейчас хочешь? Мы же сослались, прикрепили. У нас же докс есть, требования, нет? И это Нет. тоже, да, кстати, да. Просто время. Это тогда требования к продукту, да. Блин, а как ему? Сейчас. Okay, files. Просто я ему нажал на докс, и он сразу ушел в папку. Он не дал мне возможность. Или я могу просто так писать, а потом... О, да, docs, и как у нас requirements. Requirements. Да. Требования к продукту, план рефактор. Ну и курсор rules, он так принят. Ну ладно, хорошо. Давай попробуем. К разработке не приступай, да, наверное, стандарт. Ну, вроде составь план, да. Ладно. К разработке не приступаем. На правила будем говорить, что используют правила, или если они есть в контексте? Да, попробуем так, посмотрим. У нас сейчас Так. задача испытать его. А. Он вообще покажет. Если будет что-то сравнимое курсором, тогда вообще есть смысл даже задуматься действительно. Если они могут модели затащить нормальные. Мы можем вполне даже перефакторить, потому что у нас ветка отдельная, даже он там чуть накосячит. Так. Ну вот он, несмотря на то, что я задал вопрос на русском, он пошел со мной по-английски разговаривать. А можем ему сказать, что он по-русски с нами общался, интересно? Да, сейчас попробую. Не, как бы не проблема и по-английски читать, просто интересно, есть ли возможность. Потому что если нет, то это, да, уменьшает привлекательность для многих. Ну смотри, во-первых, он точно прочитал requirements и посмотрел тест coverage. Уже результат. Файлики лежат. Ага, точно. Да. Потом он заметил, что у нас нет еще закрытия периодов, не реализован. Молодец, да. Хорошо. И начал предлагать. Сложновато. Давай попросим, да, полагаться на текущую модульность, нас устраивает, да? И в пределах этой архитектуры предложить изменения, да? И явно он, вот эти вот P0, P1, это все из файла правил, он туда заглянул. Ага, да. Текущей модульности предложить улучшение или что там? Улучшение, что-то еще было второе. Так, отвечай на русском. Да. По делу еще что-то было. Полагайся, к чему предложил улучшение. Все вроде бы. Все. Ну, я думаю, что да, давай все-таки попросим его внести изменения и посмотрим. Интересно, как это будет. По-русски пошел отвечать. Так. Может. Но голосовой вот он по-английски. Start first chat. Ну-ка. Я вот заметил, гугловские модели думают, все делают на английском. Просто тебе переводят, если надо. Раскрываешь логику, он сначала ответ на английском выдает.
Мгм. Он тебе, если надо, переводит. То есть Интересно. они скрывают этот этап размышлений на английском. Ну что, давай просим его просто это реализовать план. Так, ты прочитал? Не так важно. Хорошо. Но наша задача это сейчас оценить, как это вообще выглядит. Ну, то есть, насколько удобный инструментарий. Вот к курсору мы как-то привыкли, можно отследить изменения, да, увидеть, что именно он сделал. Понятно, как он согласовывает запуск тулов. Да? Понятно, что он довольно самостоятельный. А мы хотим посмотреть, а как здесь, да? Есть ли у него тот же набор инструментов и как он выглядит. Тут, наверное, не так важно сейчас, какие именно он изменения проделает, потому что если они будут не очень умными, да, то тут вполне можно сослаться на модель. Ну, Sonnet 3.5 он подостал, естественно. Смотри, он начал свои эксепшены. У нас появился FEP error. Базовый эксепшн. Ага. А как это сейчас отражается? И где у нас список измененных файлов? Вот. Также, Получается, панелька, да, либо это, либо та. В курсоре удобнее, да, мне кажется. Удобнее? Ну, то, что ты одновременно можешь и видеть список измененных файлов, изменяемых файлов, и окно чата. А здесь видишь, что... Ну, мне кажется, я могу Скорее всего, можешь, да. Ну, по умолчанию. как-то это настроить, чтобы он вообще вот сюда... Я помню, как-то у меня было, что я... Вон open chat in режим. Пам. Вот теперь чат у нас тут. То есть мы смотрим на файлы, а это мы можем сплит сделать вот так. Вот так, я сказал. Ну вот, Получился то курсор. же самое. Думает, Так, да, еще? Я ему... Вот так, сейчас еще... Нет, он уже... Ну, может, я его обрубил этим перетаскиванием? Давай Добавим спросим, что раб- закончил. Ну да. Закончил. Ну ладно, поймет. Должен. Извините. Ну, пока так себе. Ну, вот как будто недоделано, да? Русский не принимает в голосе, да? Что-то еще по Да, мелочи. Про правила объяснить не может. Явной настройки нет. Да. Вот здесь как-то прервался. Ну, насчет прервался, мне кажется, это перетаскивание могло что-то, ну, не рассчитано на это было. Сомневаюсь, но ладно. Пусть будет так. Так, а что там? Даже лучше, чем я предполагал. Сам сделал этот файл. Сам такой удивился. Да, Нормальный посмотри. чувак до меня работал. Давай посмотрим, что он туда запихал пока. Давай. Так, мы смотрим на... Error handlers прям подряд. Так, Видно ли изменения вообще? Он не подсвечивает так изменения, да? Получается, ты должен полагаться только на систему контроля версий. Ну, либо на какой-нибудь экстеншн, я думаю, еще какой-нибудь экстеншн. Может быть. Ну, мы сейчас смотрим, вот что из себя представляет. Базовая? Ну да. Ну, давай тогда в режиме сравнения посмотрим. Просто файл тыкнуть надо. Вот я его открывал тыканье. Ну, не на иконку, да? Cancel. Ну, нельзя закрывать, смотри-ка, он не сохранен. Да, он еще у него работает. Я его так и открывал, да. Discard, stage, что это? Untracked. Ну, вот в него, да. Просто, да? Open changed. Ага. Не, open changed. Я просто... Да, интересно. Так вот, он так и открыт сейчас, open changes. То есть мы не можем посмотреть в процессе, что происходит, да? Угу.
Так, и он там задает тебе вопрос, кстати. Так, continue to iterate. Ну, давай. То есть они не хотят токен лишний тратить. Как будто. Давай попробуем MainPy открыть. Может, там откроется. Он уже открыт, да? Посмотри, здесь вот. так подсвечивает. Почему? Ну, ладно. Потому что этого файла Errol Handler, его же не было, он весь новый, наверное, там. Он весь новый, все понял. Да. Логично. Угу. Не, ну нормально, так, видно. Вполне хорошо, да? И подсвечивает тоже, да, нормально. В общем, это базовая VS-кодовская. Ага. Давайте лучше логирование. Ротацию логов. Это Не что? просили, но он проявил инициативу. Так, что ты еще хочешь посмотреть? Давай подряд. Подряд? Хорошо. Конечно. То есть у Всё нас интересно, есть мне кажется. error handlers в API. Это полностью, да, пошло? Давай посмотрим суть. Что он тут делает. Погоди. Секунду, сейчас когда выпишу. Да-да-да. Это какой-то middleware, что ли? То есть, если возникла ошибка, то он ее переконвертирует в JSON response с информацией об ошибке, да? Так получается? Ага. Он принимает request, exception, возвращает response JSON-овый. И логирует еще. Ну, в общем, интересно, если он это правильно применяет. Изменение может быть прям полезное для пользователей твоего API. Так, Что-то он дальше. пошел прям молотить. Порядочно, да? Кстати, здесь вкладка с тестами появилась. Они запускаются, интересно. Можем глянуть. Я это сюда устанавливал, разве сам себе? Ну ладно. Нету кнопки. Вон, запустить вверху есть кнопочка все вместе в панельке. Сейчас просто мне интересно. Первый обновить. Он run тест сделал. Discovery error. Ну да. Так, это будет хорошо и интересно тоже починить вместе с нашим чатиком. Да, там, скорее всего, какой-нибудь путь опять не тот. Хотя путь-то как поменялся. Ну ладно. Ну, вообще-то он в PyProject лежит. Да. Должен быть ок. Так, что тут? Он продолжает? Он закончил. Он говорит, с улучшением реализации. Ну вот можно сейчас как раз попросить его, чтобы тесты запускались. А это можно закоммитить. У нас ветка отдельная. Просто мы посмотрим. Что он Давай, сделал. конечно. Так, error handler. Вот, опять. Но это уже в core. То есть мы для этого в API смотрели, а это тут в core поместил. Handle request. Непонятно, зачем такое разделение. Ну да. Тут тоже JSON response просто возвращает. По идее, это можно было бы куда-то в core все запихать. Тут нет завязки на бизнес-логику, API или еще что-нибудь такое. Одно и то же. Так. Сами exception, как он? Что-то знакомое. Дежавю. Вел разные типы исключения, да? Вообще, это хорошая практика. То есть создавать свою иерархию исключений и потом с ними работать. А наш курсор про это даже не подумал, да? Мы ему не говорили, и он не подумал. Угу. Ну, по идее, это тут подумал же Cloud 3.5. Он, видишь, у него же все равно должны быть какие-то дополнительные инструкции. Свои промпты настройки, да? Типа, Да, я думаю так. Ну, то есть, когда ему говорят что-то рефакторить, я думаю, что включается еще и... В общем, догадываюсь, что они по-разному проинструктированы. Так, что это у нас логирование, да? Угу.
Но он прям что-то существенно сюда влез, да? Да. Итак, Pass lib. ну, хендлеры мы еще не смотрели, потому что... Ну, в общем, такая разумная продакшн конфигурация, мне кажется. Ого. Ну, это похоже на какие-то дополнительные инструкции, действительно, к модели, которых мы не делали. Дальше форматирование лога. Ну, ладно. Ну, да, это прям так по-взрослому выглядит. Ага. Да, это все к логированию, да, пошло? Тоже. Вот этот хендлер из логирования, да, из логирования. Угу. И тест на него положил сюда. Прикольно. Но больше всего он залез, получается, в ошибки и в логирование. А кажется, Да, но это они он было только это и сделал. Так, но он предлагает дальше. Типа с этим я, говорит, закончил. Давай попросим его сейчас сделать, чтобы тесты запускались, да? А, можем в консоли сначала тесты запустить, чтобы было на что сослаться. А, и закоммитить хотели, да, точно. Да, так, а что, почему у меня каплок какой-то тут? Not defined, ладно, возможно, это у меня просто не та environment активирована. Да, нет. Ладно, это не... Да не, environment правильный. Ну, давай закоммитимся и дальше будем. Нам есть куда откатываться. В dev. И попробовать тесты запустить ручками, предлагаю. Make тест, чтобы можно было сослаться. Это что такое? Так, а в панельке что там получается? Тестирование. Можешь попробовать запустить? Сейчас я его остановлю. Он просто крестов сюда припил. Так. Ну, попробовать на play нажать там. На play он финиш running тест и ничего не сделал. Ну, давай тогда просить его починить. Ссылаться на терминал, если можно. Так, мы чиним терминал? тест, ты имеешь в виду? Ага. Так он... Да, и вот здесь сказать, что я запустил тест, и он мне много крестов написал. В чем проблема? Это, подожди, это сообщение было? Да. Это какой-то его лог. Это то, что он, видимо, сделал нам improvement. Продакшн. Слушай, у меня даже в терминале нет этого. Давай ему, в общем, пусть разбирается. Подожди, так просто в терминале даже контекста столько нет, тут одни кресты, ему даже показать, что... Да, я понимаю. Давай еще раз запущу, но грохну раньше. Я бы предложил... Не, давай вот ему дадим, мы же пробуем инструмент. И попросим самого запускать. Посмотрим, как он справляется. Курсор же нормально запускает. Хорошо. Смотрит сам. Всякий вербоз, не вербоз. Добавить контекст. Что мы можем добавить? Open Editor? Терминал надо. Нет. Вот я ищу, где терминал. А как вот я ему добавлю терминал? Давай словами скажем. Посмотри в терминале на вывод команды make test. Там много крестов. Не, ну ладно, давай, нормально. Разбирается.
Сделай с этим что-нибудь, да? А, Так, ну как референс. Ну, он пошел сам запускать make-тест. Ну ладно. Нас устроит. Молодец, может. Просит подтвердить. Пыш-пыш-пыш. Ну вот и он запустил свой терминал тут, и сейчас он, видимо, в него может смотреть. Со своими квестами. Давай посмотрим, что он с этим делает. Интересная задача. Так он в Infinite Loop ушел. Интересно, когда он грохнулся. Ну, вот это и интересно, да, о чем он будет делать. Вот представь, что ты вайп-кодер, да? И Да. файл. О, что-то грохнулось вывел. само. И на самом деле 4 фейл всего лишь. А тестов почему-то больше стало. Потому что он свои добавил. Видимо, Он вот добавил, эти свои как раз да. у него... Ага. И видишь, каплог, как раз ты правильно говорил, is not defined. Ну, посмотрим, как у нас с этим справится. Но у него еще идет процесс. Так. Но... То есть он все еще думает, что он думает, хотя он уже завершил. О, а тут еще какая-то, смотри, есть. О, а ну-ка жмакни, интересно. Дожми, жми. Ого, Окей. прикольно, значит, отсюда можно делать команды. А тут есть такая штука, когда ты выделяешь часть лога, и он добавляется в чат? Не, вот ничего, вот в этом плане. Я сейчас нажму. Ну, это просто как копирование в терминале, то есть я скопировал буфер обмена. Так, он на make-тесте завис. В смысле, он не завис? Как дела? Ладно, так, без да, как дела? Ну, ладно, нет, ну, все-таки. Ну я не могу ему ничего отправить, пока я не остановлю его. Или на паузу не поставлю. А если не на паузу поставлю? И вот так. Нет. Он опять взял 4 референса, но он, видимо, берет все открытые файлы. Может быть, да. Извините. Мы печатаем огромное количество символов X. То есть он не может смотреть в терминал. Это было удобно в этом. Да. То есть я уже привык к этому. То есть тут надо ему просто тупо копировать. Не, если в терминал смотреть нельзя, то, конечно, это страшно. Но, может быть, вот эта волшебная кнопка поможет. Сам запускаешь? Вообще лентяй. Так, подожди, теперь вместо одного большого сообщения с миллионом символов X мы используем много маленьких сообщений. Что, сам запусти? Как будто в курсоре, знаешь, как-то больше мелочей уже отлажено. Вот такое пока. Как будто его мало применяли. Ну, то есть, вот проектная команда сделала что-то по требованиям, а на пользователя еще не приземлили, фидбэк не собрали, не починили детские проблемы. Так, запуск тестов, но он предлагает их через PyTest, а не через UV, ну... Не, запускай как у нас, конечно. Запускай через make-тест. Кстати, тоже, он уже знает, да, как мы запускаем. Уже понятно. Это, возможно, 3.5 тупит. Ага. И он в этом же терминале продолжает работать с вами. Попавил.
пожалуйста, да? Неплохо. О, Так, тесты что там? закончились. А что в них показывает? Может. Они короче были, да? Похоже, что команда завершилась с ошибкой. Давайте проверим содержимое моих файлов. Так, тихо. Почему? Команда... Так, куда ты пошел? Стой, стой. Это он, да? Да, да, ну, в смысле, он предлагает что в Make изменить, но Make... Он хочет установить зависимости для тестов. А, ну да, ну пусть установит, это норм. Я не уверен, что, правда, команда такая у Пипа. Подожди, Ну, попробуй. давай, подожди, он закончил тесты. Он сказал, что у нас с ошибкой закончилось. Ага. Но Но у ошибки, нас видимо, нет... с импортами, мне кажется. Должны быть. Потому что там был какой-то каплок, да, вот этот. Он его, видимо, добавил, но без UV. Добавлять надо через UV-ED, а он, видимо, этого не сделал. Тын-тын-тын. Ну, сделаем, что он хочет. Мы тест, ага. Может попробовать ему подсказать. Наверное, тебе надо добавить зависимость с помощью команды UVED. И можно добавить ссылку на инструкцию. Через instructions. Instructions, да. Instructions и... Мгм. Так, слушай, ну это все есть, на самом деле. Ну, окей, давай сделаем, посмотрим, что изменить. Ну как же, это у нас должно быть. У меня, получается, ничего не изменилось. Мгм. Ну, как бы... Ну, то есть он смотрит в терминал, вот свой он нормально смотрит. Окей. Ага. Это... Ну, мне кажется, он в тупике. Давай попробуем посоглашаться с тем, что он дальше предлагает делать, посмотрим, как он выберется. Если он не будет зависать. Ага. Ага. Пошел. Вот это интересно. Он имеет в виду conversation с пользователем или что-то другое. Да, типа то, что у нас в чате уже есть. Или... Это было бы полезно для курсора. Может быть, это сохраняло бы возможность работы в чате. Если бы он иногда саморизацию себе делал. Вот так в одном проекте делали. Это помогает. И все. Что он? Еще раз? Он опять, да. Ну, давай. Окей. Давай соглашаемся. Смотрим. Выберется он из ямы. Но он отдельных сейчас запустил, да? Я не вижу, правда, где. Где-то там.
Ну, там были слова, что separately. Сейчас запустим тест логинг. А вот эти вот, смотри, 9 files changed. Там, получается, можно потыкать и посмотреть на изменения, да, прямо отсюда. Как в курсоре, да? Ну да. И можно принять все разом. Да, keep it, наверное. Но оно у меня не подсвечено сейчас, то есть я не знаю, можно ли. Интересно. Почему? Так, running тест и завис. Ну, что-то вот как-то, да. Впечатление хуже. Голосовой ввод радует, конечно. Это круто. Но почему-то я сейчас не могу на него нажать. А они сказали для этого установить какой-то экстеншн, да? А поскольку курсор это тоже VS Code, то значит экстеншн должен быть доступен и там. Если он не майкрософтовский. Ну, потому что VSL Extension приходится ставить версии прошлой, потому что новую версию уже не разрешают на курсор поставить. Да? Ага. Так. Подвисает, да, получается? Ты завис, говоришь, да? Да, давайте добавим необходимые зависимости. Так, это он просто проскроллил, и он снова пошел. Извините за зависание. Так. Так, снова, да? Ну давай. Опять добавлять. Даем, ну, еще разок. Ага. Я предлагаю потом, если он сейчас опять затупит, тогда тут точку поставить, попробовать новый терминал и попробовать решить задачу. Сформулируем задачу, и в других инструментах у нас тогда будет две опорные задачи. Первый – это рефакторинг, получается, что он предлагает, как применяет. А второе – это исправление ошибок. Мы можем словами прямо написать, сохранить где-нибудь, чтобы потом в других инструментах можно было просто копипастить. Ну, мне кажется, интересно. Интересный эксперимент. То есть Copilot вполне даже близок к курсору. О, смотри, он извинился, что продолжать in Russian, let me translate. Только что по-русски говорили, вдруг начал двигаться по-английски за английский. Погоди. Все, и вышел, типа, что делаем, ты, говорит, спрашивает. Ну, скажи ему, что мои тесты не запускаются командой make test. Нет, тесты-то запускаются, они просто не проходят, да? Да, не проходит, да, извини. Командой make test. Значит, может опять так по-другому запускать. Тесты не проходят. Запускаются. Сделай с этим что-нибудь. Что-то слетел, да, прям? Все, по-английски со мной пошел общаться. Ага. Видимо, где-то в его summary отвалилось что-то. А ты напомни ему, он опять начнет. Да. Я, бывает, по несколько раз напоминаю, что надо со мной по-русски, а в коде не использовать русский. И он постоянно сбивается. Ну да, сложно это держать в уме. Было бы интересно, конечно, посмотреть, что в платной модели, если Sonnet 4, тогда можно было бы жить. Особенно с голосовым вводом. Это, конечно, плюс. Так, что? Ну, он просто вот из этого объяснения... Давай, может быть, пока сформулируем задачку. Можно в блокнотике. Давай. Смотри, тут как раз можно будет сослаться на наш Google Sheet какой-нибудь публичный, да?
пока что на 1, чтобы сильно его не напрягать. Помнишь, где этот... Мы сейчас видим твой экран. Где... Сводный отчет, например, да? Вот. И сказать, что при добавлении, при запуске команды sync, то есть при обращении к endpoint sync, специалист вносится сюда в отчет, но не инкрементируется строка в формуле и не сохраняется форматирование, и строка получается лишняя, да? Когда добавляется первый специалист. Я не помню, в чем там у нас было. Сейчас давай откроем. Сейчас я описываю в целом, да, как это описать. Нам нужно найти для начала ссылку на этот файл для примера. И это как раз будет проверкой того, как он может читать Google Sheet. Так, ссылка на файл примера. Угу. Да, вот General Expenses подойдет вообще. Да, чтобы это было расширено. И может тогда обращаться прямо к этой сущности. Проанализируй результат работы endpoint sync и вот этот файл, да? И вот эту ссылку даем, да? Так, сейчас. Да, я вставлю, чтобы не потерялось. Тут я ему уже говорил, да? Предложи решение следующих проблем, да? И вот тут уже перечислить. Получается, первое. Вставляемые формулы в шите current period да, мы же по-русски писали курсору, ничего, в шите current period. Вот это тоже лучше. Не инкрементируется, поймет? Или строки в них не инкрементируются, да? Так, вставляем форму шикарпира, не инкрементируется. Ну, типа, да, типа строка. Да. Ага, да. Остается. Так. Да, тоже так, примерно так. Можно написать, например, чтобы он понял, что это не всегда А2 должна. Да. Угу. Теперь следующее. Форматирование не копируется. Форматирование, может быть, опять-таки в скобочках цвет, да? Цвет, шрифт и т.п. Не копируется при добавлении срока специалиста. Третье. При добавлении первого специалиста появляется лишняя строка. Мне кажется, такой вполне типичный запрос, который бы мы сделали для курсора. Ну, и опять-таки, можно сказать, что подготовь план к разработке, не приступай.
Мне кажется, следующий надо оперу попробовать. В отпуск хочется забронировать. Параллельно забронировать билет. Так, ну что, неплохо вроде. Давай смотреть, что там с тестами решилось. Ну давай. Может, он что-то поменял. Не знаю. Может. Хотя нет. I'll help you check, fix. Okay. Нет. Ничего не меняется. Он как будто даже попыток не принимает что-либо починить, да? Он застрял в числе проверки. Давай ему последний раз скажем почини. Потому что, может, он не знает. Может, я же ему не сказал. А, нет. Он все-таки решил, что надо что-то чинить. Окей. Что происходит? Там читает Да. файл. Ага. Он прочел саму логику приложения и тесты. Да. Да, продолжение. We're working on this problem for a while and continue to iterate. Не, в курсоре даже 3.5 работает лучше. Как будто мало практического использования, реально. То есть курсор появился давно, и они уже прям давно бьются с реальными проблемами. А здесь, видимо, еще нет. Чего? Мне кажется, там вот одна проблема чисто с установкой зависимости. Хорошо, что она всплыла, и непонятно, почему он так долго пытается ее решить. Вроде бы очевидно. Что-то пошел выносить, да? Все-таки. А если открыть сам файлик, где он пишет плюс 4, покажет что-нибудь? Что он сделал? Флаш сделал. Ага. Ну, иногда это может помочь, да. Бросить буфер. Что-то он как-то часто идет summary делать. Ну, может, разработчики запихали вообще в каждую итерацию. Но мне кажется, в курсоре это тоже могло бы помочь, если бы они summary сделали хотя бы иногда. Посмотреть. О, снова. Так, знакомая картина. Он что, получается, вернул крестики? Вернул крестики, но пропало вот этот кап-лог пропал. Но при этом он не исправил уже кап-лог. В смысле, тот файл, где он был. Ну, как будто висит опять, да? Ну, как бы, я бы уже плюнул. Вот прям на настоящем проекте я бы прям плюнул уже. Ну, нет. Да. Это как-то слишком много геморроя. Давай попробуем запустить нашу команду. И... В новом чате. Да, в новом чате. Можно пока чуть-чуть отойти. Вообще без перерыва сегодня. Так, что, keep and continue? Черт его знает. То, что он наделал, или undo? Все изменения, что он поделал. Да, Марина, надеюсь, что все пройдет запись хорошо. И будет. Спасибо. Не знаю, честно. Давай keep. И получается, надо... Что происходит? Закрылся. Тут что-то make тест он, наверное, хотел. Ну, это мой терминал остался. Окей. Ага. Ладно, так. Копипастим, запускаем. А вот это надо правильно ему как-то, наверное, вставить. Давай так, попробуем. Контекст. Давай попробуем так. Хорошо. Курсор читал. Я думаю, вполне должен быть способен.
Так, мне нужно отойти чуть-чуть, Ага. Да, давай сейчас 5 минут. пока он думает, да, как раз. Ну, что-то вроде по делу даже говорит. Я еще не видел. Так. Ну, давай сначала посмотрим. Apologize. Ага. Мгм. 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 Погоди. Так, куда О, посмотрел? интересно, кстати, да, ткни еще раз. Что он сказал? Readme, bullshit, project. Ну, довольно релевантно, да? В специалист не заглянул. А так, норм. И такая... Ага. О, смотри, paste формула. Это, по-моему, то, что мы искали. Смотри, это он нам, кажется, навел на мысль, как это сделать. Видишь, да? Апдейтить Да-да-да, что формулу. что он в этом JSON туда отправит, что он вставляет формулу, ну, какую-то. И тогда она, видимо, модифицируется, да? Как будто ты ее Мгм. мышкой притащил, да? Вот это интересно. Это бы прям в туду где-нибудь записать бы. Ну ладно, запомним, да? Paste формула. Мгм. Ключевое слово главное запомнить. О, paste формат. Мгм. Слушай, ну прям план у него. Неплохо. Ну что, пусть делает. Я думаю, что потом у нас будет время только оперу попробовать, и надо идти, чтобы запись не обрезалась, иначе мы постоянно с Ага. обрезанной записью. А что за опера? Или ты уже себе поставил? Или... А, нет, ну, Ну, ну давай да, пока найду, может быть. Опера не он. Agentic AI браузер. А, это браузер надо ставить. Мне, возможно, этот комп Памовский, с которого я сижу, он, возможно, не разрешит мне оперу поставить. Э, э. Ну, давай вместе посмотрим, в общем, когда дойдем. Я могу уже это да, продемонстрировать. А пока что надо код подтянуть из проекта. У тебя дев, получается, запушен, да? Да, дев. Что-то делает, да?
Так, час назад изменения были. Ну, видимо, да. Так, дев я подтянул. Окей. Что, он закончил? Нет еще, да? Слушай, а у нас уже была paste-формула, видимо, или нет? Или Была. нет? Ну вот это же не изменение, а вот это у нас уже есть. Получается, была, да? Ну, что-то не помогало, да? Так, пока продолжает, да? Так, мне надо будет сразу идти после завершения. Поэтому Окей, заканчиваем строго, да? Ну так, ну вот он что-то сделал. Что, надо запустить RSS? давай посмотрим на измененные файлы в этом системе контроля версий. Так, а Начинать он как изменял Project только Toml. Project? Ну, я бы в Toml сначала заглянул, потому что там всякие зависимости, не добавлял ли он нам чего-нибудь. Это главный файл проекта. Ой, тут другие. Так, Project Toml. Че, понизил версию PyTest зачем-то. Мгм. Интересно. Ладно, черт с ним. Дальше Error Log неинтересно, да? Handlers неинтересно. А вот Project Service интересно, да? Ага. Значит, погоди, вот это вот изменение. Он комментарии поменял, да? Ага. А, нет, добавил if. Нет, их не добавлены. А, if был. А что поменял? Комментарий поменял. Комментарий поменял. А, окей. Так, а еще есть изменения? А вот. А, вот этот if он добавил. А, это правильно. Ну, судя по комментарию, только вставляй, если это не первый. А, ну да, то есть в первом у нас уже есть пустой. Окей. Ага. Тут смотри, у него По-моему, поехало, да. поплыло это. Ну да, поплыло. Сейчас Он добавил, получается, if, а indentation не пофиксил, да. Ага. Это табнуть надо было. Прям, да, жопа. Ой, извините. Я могу ему об этом как-то... А вот эта вот лампочка загорается, там есть что-нибудь? Ну, это я могу fix using Copilot ему сказать, да? То есть это, ну... Ну, вот смотри, может быть, ревью, выделить вообще вот все, где выравнивание неправильно, включая exception, вот эти вот строки. И сказать это, ну, что-нибудь из этой лампочки, типа review using Copilot. Не, есть Там внизу. explain, но не надо. Есть fix using. Я бы самое нижнее бы взял, чтобы он review using подумал вот. над своими поступками.
Предлагаю это убрать. Чё? И потом добавить. Ну, это фигня какая-то, да. Дискард, да? Ага. А это все, что он, да, может предложить. Ладно. Что еще там есть? Давай modify. Мгм. Скажи ему, там вот правда у профиль. тебя поломано. Мгм. Ты в ту сторону? Он в ту сторону? Нет. Не смогла. Не смогла, да. Так, а ты достаточно выделил? Ну да, вроде достаточно. Подумай еще, скажи. Да он вернул. Он вернул. Нет, что-то другое сделал. Блин. Вот Ну, на самом деле, вот в этом участке кода он должен понимать, что код не согласованный, да. что tries Да. except ну просто стоят на разных уровнях. Ему достаточно информации. Да. Ну, там еще и бади. Ну вот так-то ему, когда... Вот теперь правильно. Нет, неправильно. Self опять у него торчит. Нет, стой, это извини, это он удалил. Теперь правильно, да, он сделал. Ну, это я ему сказал. Давай кип и посмотрим, как это выглядит. Мне потому что что-то тяжело понять даже, как выглядит код. Опа, и Ой. куда он убежал? А он все зафигачил, да? А что там у нас было? Row number, да? М. Нет. Insert row. Почему я в тест смотрю? Он меня в другой файл кинул почему-то. Да, в этом где-то ниже, да? Вот. Вот, accept. Accept. Ну и что, надо запускать? Он теперь не подсвечивает, да? Ну, давай попробуем. Если получится. Запустилось, по крайней мере, сразу. Ну, хотя тут, да, мы же не переразворачивались, так и должно было быть, да? Что, добавим, получается, строчку и вызовем sync, да? Так, у нас токен, по идее, expired, но что-то так. ничего... Для этого надо удалить его, помнишь, ручку? Удалить, да. Вот здесь логиниться с этого четкие. Такое уже было. Ладно, я чувствую, что мы не успеем сегодня, даже не он попробовать. Ну, хотя можем просто... Наверняка там ничего не запустится. Давай посмотрим и пойдем. Уже начинает поджимать. И не хочется терять запись. Мне кажется, это было полезно прям, то, что мы Copilot поревьюили с позиции опыта работы с курсором. Это прям... Ну да, курсор стал получше ощущаться. Да. То есть ты чувствуешь, как бы это рабочий инструмент. И вроде бы радикальных отличий нет, но дело в мелочах, да?
Не-не-не, здесь надо ID подсунуть. Помнишь? Почему? Это же еще create. Ты create делаешь. Ага, все, окей. Я думал, мы просто сразу пойдем. Сразу симка? Ну, Ну да. хорошо. Да, ну ладно. Окей. Sync идентифицировали. Ну так, response есть. Ух ты, ё-моё. Откуда у меня тут столько new folders с утра? Это интересно. Это во время теста, что ли? Это тесты они ходят Да. и что-то создают. Ага. Вполне вероятно. Сайд-эффект такой. Хорошо, что он не удаляет. Я надеюсь. А то так можно дотестироваться. Ну да, шаблоны у нас не в контроле версии никакой. Мгм. Так, example team тогда получается. И берем, да, Джона. Мгм. И ID проекта нужно. Куда? Что? Логирование он нам сделал такое, да? JSON-образно. Закончить утилит, это, конечно, было бы прикольно. 200 ок. Джон есть. Итак, значит, мы теперь посмотрим. Так, ну это не поломалось. Хорошо. Ага. No expenses. Ого. Мы часы не внесли еще. Ну ладно, сейчас внесем. Давай еще одного специалиста, потому что тут инкремент все равно не работает. Давай попробуем еще одного специалиста. Да. Синком. Сразу пойти сделать, да? Пока? Да. Слушай, Я как будто такие. справился. Давай ставки поменяем ему, да. Угу. Execute. Интересно. Ну, как мы знаем, задача такая была не самая рядовая. Мы как-то долго бились, да, с тем, чтобы он просто формулу подставил в курсоре. Так, все готово, по-моему. Да, я просто думаю, что мы ему описали ее вроде, не так, чтобы прямо иди смотри в этот файл, а просто дали endpoint. Угу. И на 3.5, на сонете 3.5. Доступ надо, да? Да. Есть. Нет, наверное, все-таки. Без чуда, да? Ну, тыкай, да. Угу. А2, да. Это может быть из-за... Нет? Не-не-не, формула неправильно стоит. Это 100%. Видишь, формула сама неправильная, там А2. Да. Ну, давай попробуем кормить еще раз. Вот можно скрин просто дать.
или ссылку на этот файлик. Давай ссылку на этот файлик. Проверим еще, он умеет читать его или нет. Посмотри, что у тебя получилось. Это не соответствует моему запросу. Надо расшарить такое, помнишь? Да. Я так и не понял, кстати, умеет он ссылки читать или нет. Он не сходил тогда в референсах, он ну, по крайней мере, он не... Ну, давай вот сейчас, да. Так и скажем, что типа, посмотри, формула вставляется неправильно. И ссылку. Пусть разбирается. А что в референсах? Не. Файла нет. Let me check Google Sheets Documents. Опа. О. Может. Я думал, нет. Я думал, почему-то он не сможет. Молодец. Ну ладно, он пока непонятно сможет. Ну, вот знаешь, такое ощущение, что команда разработки чисто прошла по требованиям, да? И еще, да, именно не адаптировала под реальные задачи. То есть не отработали бэклог запросов пользователей. То есть явно это сделали, предусмотрели, потому что надо. Но не приземлили достаточно. Такую стрелочку нарисовал. Заново надо. Давай добавим третьего специалиста просто, да? И сделаем синк. Готово, да? Угу. Можно даже сейчас часы не добавлять, а просто посмотреть, какая формула там используется. Так, Я уже второй. Ага, добавился. Давай формулу. Нет. Ну, не знаю, вот еще раз. Давай еще раз попробуем. То есть он починил форматирование. А что еще раз? Формулу надо починить, а он формулу не починил. Типа, проблема с формулой сохранилась. Давай так скажем. Смотри файл. Документ. Ну, будем считать, что он помнит его. Можешь ему сказать, что типа вот. Нет, давай так. Так. Он же может прочесть. На таком уровне он должен. Ну, типа у всех специалистов одна и та же Нет? А нет. Можно попросить его, объясни, как ты понял проблему, если хочется убедиться в том, что он правильно ее идентифицирует. Paste type, paste formula, paste operation, normal. Забрал по ссылке, помнит ее. На этот раз даже глупых вопросов не задавал, да? Conversation history.
Это его фишка какая-то, правда, прямо, ага. Мгм. Не теряет ли он контекста слишком часто? Хотя он же делает summary перед запросом, то есть всей заново. Да, он не делает summary, как бы. Мгм. Ну, в какие моменты, пока мне не очень понятно, честно говоря. Так, где он идентифицирует проблему? Понимает issue, говорит. Пошел в Вьетнам. Не, он понимает. Понимает? Я Ну, не увидел где. Но зато, когда мы его попросили объяснить, он как-то больше стал думать, как будто, да? мгм. Он хочет сходить в... Но у него же нету ссылки на наш конфиг. Или есть? Есть у нас, в коде же есть в Envy файле. Ну да, он знает, какие там значения только. Какие, ну, то есть название ключей знает, а какие там значения он не знает. Но он может посмотреть только в Google Sheet фактически с результатом. Так, он закончил? Нет. Но смотри, то есть он вот тут, подожди, так, the main issue is the sort of reference for copying formulas becomes invalid when inserting a row. Ну, типа, да, вот же оно. Row reference. Ну да, наверное. Что, закончил? Нет. We are hard coding. We can range to stop. Ну вот это вот мы сейчас тебя не просили исправлять. Ага. Инициатива. Да. Это как работник, да, тоже, такой говорит, основную проблему мы не починили, но улучшили. Чтобы немножечко смазать хорошим, да, что нас теперь не захардкожит. Смотри, они тут проценты пишут выполнение. Ой, смотри, как красиво обновляется. Ага. Не то, что как в курсоре дергается, да, там тысяч. Ага. Тут прям как в чат GPT, когда он с канвасом работает. Ты про эти проценты? Да. Ну, он и проценты, и здесь обновляет как полотно. В общем, красоту навели еще. Так. Helper метод, это я одобряю. Ну что, еще раз пробуем. И вне зависимости от результата коммитинга. Да, сейчас он скажет, что он закончил. Суммаризация вот это прям занимает. Вот Z было бы интересно посмотреть. Оперу просто ради прикола. Кодекс OpenAI было бы интересно заглянуть.
Firebase Studio все-таки вместе хочется посмотреть. В общем, есть что еще посмотреть, и мне кажется, стоит по ним пройтись. Просто Copilot показывает, да, что есть готовые к продакшену инструменты. Степень еще не очень ясна, потому что нормальную модель не подключили. И, может быть, с нормальной моделью он справился бы и лучше. Но так-то инструментарий, получается, есть, да? Умеет и читать, и изменения Так, вносить. зачем он сейчас хочет тест? Ну, окей, соглашаюсь. Немножко рандомом говорю, да? Где-то ранний тест. Может, попробуем уже? Давай попробуем. Так, где? Не то, не то. Четыре. Синк. Да, вот Ну, это там ранний тест умирает. на своем же ранний тест, да, уже второй раз убирает. Ну, возможно, это та же поломка, что и в курсоре, когда ты делаешь детач, Ага. бэкграунд. Там же тоже он, по сути, виснет, да? Ты только нашел, как это отвиснуть. А здесь может то же самое просто. Но нет кнопочки, которые... Ну, нет кнопочки, да. Ну, нет. Че, нет? Ну, так, да, 2 смотришь. Ну, ладно. Вот, получается, 4 попытки было, да, починить. Угу. И он пока не справился. Ну, мне кажется, вывод можем сделать, что кроме курсора Copilot прям претендент. И через месяц-другой стоит вернуться, посмотреть, как вот пофиксят эти вот мелочи. И, наверное, будет приятно работать. И, может быть, тогда и курсор будет не нужен уже. Если его просто догонят. Хочется посмотреть на другие. Вдруг чем-то удивят. Роберт, тогда спасибо. Надо бежать. Вот. Давай. Надеюсь, там вне нашего мероприятия еще удастся поговорить. Ага. Давай. Все, спасибо. На связи. Пока. Пока.